АвтоВАЗ сделал громкое заявление на своем официальном сайте. АвтоВАЗ держит слово. Эти слова сопровождают ценник на самую доступную модель – Lada Granta. Очевидно, компания хочет показать, что старается удерживать цены на минимальном уровне. Однако верится в это с трудом. К сожалению, текущая стоимость автомобиля вряд ли порадует многих. Даже самый бюджетный отечественный автомобиль становится недоступным для многих автолюбителей. Проблема в том, что россияне готовы пересесть на простую и дешевую машину, лишь бы ее цена не превышала 300 тысяч рублей. При этом народ готов мириться с бедной комплектацией, отсутствием современных технологий и электронных систем, если это позволит снизить стоимость. Возвращение простой и доступной машины, такой как АК, уже давно обсуждается. Люди просят возродить этот автомобиль с разумным ценником, ведь иначе смысла в его возрождении нет. Попытки у АвтоВАЗа были в нулевых. Тогда была разработана трехдверная версия Калины под названием АК-3. Машина на 80% была унифицирована с Калиной, но была короче на 20 см и напоминала небольшие европейские модели. Однако даже в 2010 году АК мешала бы продажам Жигулей. Во многих регионах России до сих пор нет нормальной транспортной доступности, и возрождение простого и дешевого автомобиля могло бы стать решением. Интернет полон предложений о создании доступных машин на базе старых моделей, но все они разбиваются о реальности. Производители хотят зарабатывать миллионы с каждой машины, поэтому цены на автомобили стремительно растут. АвтоВАЗ гордо сообщает, что Lada Granta все еще стоит 700 тысяч рублей, а не миллион. БУ автомобилей давно превысили все мыслимые пределы адекватных цен. Таким образом, надежды на возрождение АКИ или других подобных моделей мало оправданы. АвтоВАЗ говорит, что современные покупатели привыкли к полноценным автомобилям с полным набором функций, а новая АК мешала бы продажам той же Гранты. Итак, государство и производители диктуют свои условия. Либо берете кредит на новую машину, либо продолжайте использовать старую, пока она не развалится. А вторичный рынок, несмотря на высокие цены, продолжает процветать. АвтоВАЗ считает, что Гранта за 700 тысяч рублей – это современный автомобиль. Зайти бы на производство и узнать себестоимость производства одной Гранты, а также маржу завода и автодилеров, которая заложена в цену. Может, и не надо нового автомобиля придумывать, просто уменьшить аппетиты с маржой на имеющиеся. Создается впечатление, что создание любого сложного продукта у нас теперь обречено. На каждом этапе проекта идет выкачка денег в чьи-то карманы. Начинается наем неквалифицированных людей, мухлёж с материалами, очковтирательство. И в итоге закономерно получается некачественный и непродаваемый товар. А я, например, согласен пересесть на надежную машину без всяких примочек в виде датчика дождя или памяти кресла под мою задницу. Чем проще машина, тем меньше она ломается. Хороший кузов, крепкая ходовая, надежный с большим пробегом мотор и маленькая цена авто. Что еще нужно водителю без понтов?